они его назвали Гагарин. Почему Гагарин, не знаю. Прищепка тоже полностью вся медная, все вот эти штуки, все медное. Это не для того, чтобы в гараже варить профильки, ребята. Это аргонодуговая сварка тоже никак не урезана. Там можно цеплять и педаль, можно ставить любую горелку, понимаете. Вот этот манометр здесь установлен, это специально для плазматрона. Так, здесь у нас есть возможность настроить отжиг проволоки в полуавтоматическом режиме. Не вздумайте рассматривать такое оборудование, как переносное. Ребятки, привет, мои хорошие. Сегодня, вот видите, у нас коробочка такая немаленькая стоит на столе. Ну, вы можете вот по этому изображению понять, что сегодня будет обзор на аппарат от компании Grovers. Это новинка от компании Grovers. Они его назвали Гагарин. Почему Гагарин, не знаю. Может, с космоса они его запускали. Ну, вот дали название Гагарин. Видите, Юрий Алексеевич. Это аппарат 5 в 1. То есть он обеспечивает все виды сварки. Плюс еще плазморезка здесь есть. Я его еще не вскрывал. Сейчас вместе с вами вскроем. Даже не знаю, какая там комплектация. В общем, история моя знакомства с компанией Grovers началась осенью прошлого года. Мы ездили на выставку Weldex 2021. Кто следит за каналом, те видели. У нас есть даже видео там со стенда компании Grovers. И там этот аппарат уже стоял у них. Но он у них был как выставочный экземпляр. Понимаете? Я говорю, а какая будет комплектация, какая стоимость? Он мне говорит, Андрей, менеджер, Андрей, привет, если будешь смотреть. Он мне говорит, я сам еще не знаю, какая будет комплектация, какая стоимость. У нас вот просто выставочный экземпляр, все. В продаже его еще нет. Ну вот сейчас они запустили его в продажу. В общем, открываем, погнали, ребятки. Смотрим, что тут у нас имеется. Первое, что мы достаем, это плазматрон. Сколько он метров? Я думаю, метров 5. Плазматрон в комплекте есть, это хорошо. Значит, аргонодуговая горелочка. Ну, вскроем, посмотрим. Кабель массы. Кабель массы, я знаю точно, что он полностью медный. Я сам еще не проверял, но эта информация точно. Он даже по весу его чувствуется, что медь. И вот это даже прищепка тоже полностью вся медная, все вот эти штуки, все медное. Это гарантия. Так, здесь у нас есть шланг, газовый шланг, скорее всего. Значит, горелка, полуавтоматическая горелочка. И это, скорее всего, расходник для плазматрона, да. Ну и сам аппарат достаем. Так, ребятки, вот забыл сказать, что еще в комплекте была инструкция. И чтобы быть до конца честным, я уже сказал, что кабель массы полностью медный. Это оказалось не совсем так. Я вот специально открутил болтик и вот эту прижимную клемму. И они, видите, магнитятся. Но это однозначно не медь. Медь магнититься не будет. А кабель я проверил, он однозначно медный. Я его прям пошкрябал. Кабель точно медный. Теперь пару слов скажу про сам аппарат. Для каких целей он вообще нужен, кому его стоит рассматривать для покупки. Это не для того, чтобы в гараже варить профильки, ребята. Это стоит его рассматривать в покупке, когда вы планируете там какое-нибудь производство организовать, да? Какие-нибудь цветные металлы у вас будут свариваться. Здесь вы совершаете одну покупку и решаете все свои проблемы. То есть здесь есть все виды сварки, причем они полноценные, никак не урезанные, понимаете? Здесь есть и постоянный ток, и переменный ток. Причем мы можем и постоянный, и переменный ток включить на любых видах сварки. И на ручной дуговой, и на аргонодуговой, и на полуавтомате. Аргонодуговая сварка тоже никак не урезана. Там можно цеплять и педаль. Можно ставить любую горелку, понимаете? Можно варить алюминий тоже всеми видами сварки. То есть один раз отдав деньги, вы сразу закрываете все свои проблемы. Плюс еще есть плазматрон. Плазморезка тоже есть. Ну, соответственно, нужен компрессор. Ко всему этому счастью. Здесь, когда вы покупаете такое оборудование, здесь не надо писать в комментариях, пожалуйста, что ой, как дорого. Это все садится и считается. То есть считается рентабельность. То есть вы собираетесь производить там ворота или там двери там входные собираетесь производить, какие-то металлоконструкции. Вы должны сесть и посчитать. Я буду производить в месяц там 10 ворот, продам их за 2 миллиона рублей. Вот. И через сколько у меня окупится это оборудование. Вот так надо рассуждать, а не то, что там дорого или дешево. Правильно я рассуждаю? Я думаю, правильно. Еще хочу сказать, ребят, в комплекте вот была аргонодуговая горелка, но расходников не было. Видите, ни электрода вольфрамового, ничего в комплекте нет. То есть только горелка. Но у нас
есть. Мы ее укомплектуем, поварим что-нибудь. И еще хочу сказать, здесь 24-я горелка в комплекте, но наконечник под 0,9 проволоку. Зачем такой поставили, я не знаю. 0,9 это довольно редкая проволока, в основном самозащитная. Ну, наконечник, я надеюсь, мы тоже найдем. В общем, давайте сейчас пробежимся по самому аппарату. Конечно, ребят, еще хочу сказать, что не вздумайте рассматривать такое оборудование, как переносное. Переносить его не выйдет, потому что один его еле от земли отрываешь. Он довольно тяжелый. Его не получится там грузить в машину, ездить на заработки. Это такой стационарный аппарат, который ставится в гараже и стоит на месте. И причем он работает от 220 вольт, понимаете, ему 3 фазы не надо. Здесь, видите, довольно хороший мягкий кабель, он 2,5 квадрата, я думаю, не меньше. Тут просто маркировки на кабеле нет, но кабель очень хороший, мягенький, хороший, он на морозе дубеть не будет. Значит, смотрим, что мы видим на задней панели. На задней панели мы видим клавишу включения-выключения. Это решетка, здесь, скорее всего, вентилятор затягивает воздух для охлаждения. И здесь, смотрите, есть 3 штуцера для подачи под каждый вид сварки. Это для полуавтомата, газ подается, это для аргонодуговой сварки, это для плазматрона, воздух под давлением подается. Видите, это очень удобно, что один раз подцепил и все, не надо там каждый раз перецеплять, когда ты хочешь поварить тем или тем. Сейчас мы крупно наведемся на параметры. Кому надо, на паузу поставьте, посмотрите. От себя хочу сказать, что этот аппарат работает от очень пониженных токов, от очень пониженного напряжения в сети. Если у вас в гараже там даже 110 вольт в розетке, он будет работать. Но учтите, что он работает, если от 160 до 230 вольт у вас в розетке, он будет работать в обычном своем стандартном режиме. Понимаете, никаких просадок не будет. Если меньше 160 вольт, то есть от 110 до 160, он уже, конечно, не будет выдавать такие токи, допустим, на 200 амперах поварить не получится. Но, тем не менее, варить он будет, работать он будет. Внутри мы видим вот такую красоту, ребятки. Вот этот манометр здесь установлен, это специально для плазматрона. Вот поднимаем и крутим, то есть мы на горелку можем дать большее давление или меньше. Дальше мы видим сюда, как заявляет производитель, можно ставить до 18 килограмм катушку. 300-миллиметровая катушка сюда становится. Но мы это проверим потом. И можете обратить внимание, 4-роликовый механизм подачи проволоки. Видите, какой шестеренки. У меня на работе европейский аппарат. Не буду говорить марку, там практически такой же точно механизм протяжки. Ну тут уже все серьезно, ребят. И здесь есть подсветочка, Так, ролики здесь в комплекте стоят под 0,8 и под 1 мм проволоку. В комплекте под алюминиевую проволоку, под порошковую проволоку роликов нет, их надо будет докупать отдельно. На передней панели мы видим разъем, евроразъем для подключения полуавтоматической горелки. Значит, разъем для плазматрона. Разъем для подсоединения массы, для подсоединения аргонодуговой горелки. Здесь, ребята, нету такой темы, что менять полярность. Полярность меняется здесь автоматически. Значит, вот это 5-пиновый, по-моему, разъем для подключения аргонодуговой горелки. Вот она, видите? Значит, это газ для аргонодуговой горелки. Сюда можно цеплять либо простую горелку, без вот такого управления, ребят, без вот такого, понимаете? И либо можно цеплять педаль. Либо вот сюда на 5-пиновый разъем тоже можно посадить полноценную педаль, которая будет и ток добавлять, убавлять, и спад, и поджиг будет обеспечивать. Да, ребят, я сказал 5-пиновый разъем. Разъем на самом деле здесь 14 пин. Тут просто задействованы 5 пинов, видите, поэтому я и сказал, что он 5-пиновый. Чтобы вы меня там яйцами тухлыми не кидались. Вот я его включил, обратите внимание, сейчас стоит тишина. Вентилятор не работает. Здесь интеллектуальное управление системой охлаждения. То есть охлаждение включается только когда там температура поднимается до определенных пределов. Там термостат, скорее всего, стоит. Не знаю, или термодатчик, не буду утверждать, что там стоит. В процессе работы, когда мы варим много, долго, он, когда нагревается до определенной температуры, включается охлаждение. Охлаждение работает довольно шумно. Ну, это можно понять, потому что там вентилятор, скорее всего, довольно большой. Эту машину надо хорошо охлаждать. Давайте пробежимся по меню. Здесь предусмотрено, ребят, я вам сейчас покажу.
Я пытался подцепиться. Значит, предусмотрено соединение через Bluetooth. Есть вот такое вот приложение. Но именно для этой модели аппарата пока нету приложения. Вот это приложение, оно для предыдущей версии. Это 5 в одном. Предыдущая версия 4 в одном, без плазматрона. Вот для него есть вот такое приложение. Я пытался подцепиться, не смог. Не работает совместно. Но, тем не менее, приложение скоро напишут и будет доступно для скачивания. Значит, в меню. Здесь выбор горелок. Это полуавтоматические горелки. То есть мы должны понять, какая у нас горелка есть. Вот видите, здесь управление на горелке, 4 кнопки. И вот мы видим, здесь 4 кнопки, есть такая же горелка. Еще есть горелка, ее покупается отдельно. Тут будет дисплейчик, тут будет силу тока показывать, скорее всего. И есть вот такая еще горелка, здесь катушка прямо в горелке маленькая. Ну, в данном случае у нас вот такая горелка, значит мы ее и выбираем. Точно так же, ребят, мы можем выбирать аргонодуговую горелку. Вот у нас аргонодуговая горелка, какая была в комплекте. Вот мы видим управление, значит вот она. Есть еще горелка с одной кнопкой и с колесиком, скорее всего. И есть педаль. Педаль тоже, как я уже говорил, она полноценная. То есть осуществляет больше-меньше ток, старт, спад. Все можно регулировать педалью. Еще плюс, ребят, смотрите, вот эти кнопки, они съемные. Видите, тут вот контакты, то есть можно купить другую. Ну, кто-то, знаете, для чего это. Кому-то вот неудобно. Вот, допустим, нажимаешь на кнопку и задеваешь вот эти две кнопки, и сбиваются настройки. Ну, кто-то работает педалью, тому пофиг. Кто-то педалью работает, эта кнопка вообще не задействована. Ну, я вам сказал, что это можно спокойно купить однокнопочную систему и заменить. Так, здесь у нас есть возможность настроить отжиг проволоки в полуавтоматическом режиме. Смотря от того, какое значение мы выставим, при остановке сварки будет проволока, вот, ну, то есть, либо вообще не будет ее видно, либо вот так вот она будет после остановки сварки оставаться. Здесь еще в основном меню есть возможность сброса к заводским настройкам. Если вы там что-то накрутили, не то запутались в меню, можно сбросить к заводским настройкам. И можно посмотреть версию прошивки. Ребят, здесь я вам хочу сказать, что меню, чем славится компания Grover, что у них очень интуитивно понятное меню. То есть даже самый такой неопытный сварщик, который даже, можно сказать, не сварщик, спокойно разберется. И аппараты Grover позволяют даже, ну, как бы отключить мозг, аппарат все сделает за вас. Можно работать в полностью автоматическом режиме. То есть автоматический режим есть практически на всех видах сварки. Но единственное, когда вы электродом будете варить, там уже придется током регулировать. Вот. А полуавтоматическая сварка, аргонодуговая, тут уже есть синергетика. Смотрите, как это происходит. Вот, допустим, заходим в меню полуавтоматической сварки, выбираем, какой металл мы будем варить. Это черный металл, нержавейка, алюминий, и это, если порошковая проволока, без газа. Ну, выбираем, к примеру, черный металл. Значит, здесь смесь, либо чистая углекислота. Мы выбираем смесь. Здесь мы выбираем проволока, какая у нас установлена в аппарате. Ну, к примеру, выбираем 0,8. Выбираем двухтактный или четырехтактный режим. Ну, выбираем двухтактный. И здесь выбираем толщину свариваемого металла. Видите, минимально можно 0,7 выбрать, максимально 8 миллиметров. Видите, допустим, варим двоечку. Вот поставили 2. Ну, 2 не дает, тут 2,1. Все. И аппарат автоматически выставляет параметры. То есть скорость подачи проволоки, напряжение и индуктивность. И еще плюсом мы можем в этой синергетике подрегулировать. Можем добавить и убавить подачу проволоки, добавить, убавить напряжение и убрать или добавить индуктивность. Причем обратите внимание, ребят, вот видите, здесь шкала, вот мы энкодером крутим, вот ползунок бегает. Вот шкала, здесь красная, посередине поле белое. И вот это белое поле обозначает оптимальную величину настроек, понимаете? То есть, если мы вылазим на красное поле, видите, и цифры становятся красные, это уже обозначает, что это уже, ну, не есть хорошо. То есть, варить он будет, но варить будет некорректно, будет брызгаться, плеваться, понимаете? А в пределах вот этого поля, то есть, это будут нормальные настройки. Также есть возможность установить вручную.
Вот, заходим в это меню. Здесь будет полностью ручные настройки. То есть мы выставляем скорость подачи, напряжение и индуктивность. Ну, давайте зайдем в меню тик сварки. Значит, здесь есть ручные настройки и автоматические настройки. Давайте зайдем в автоматически. Выбираем двухтактный режим. Это толщина вольфрамового электрода. Ну, выберем, к примеру, 2,4 мм. Здесь тоже черный металл, алюминий, либо нержавейку. Ну, выберем, давайте, черный металл. И точно так же выбираем толщину свариваемого металла. Ну, к примеру, ставим 2,1, точно так же. И вот он нам, сам аппарат, подбирает оптимальные параметры. Видите, 85 ампер сила тока. Это спад тока можно подкрутить вручную. Это постгаз. Также есть возможность настроить все это в ручном режиме. Выбираем мануал ручные настройки, двухтактный режим, постоянный ток, поджиг с кнопки, без пульса. И вот у нас циклограмма. Циклограммой, ну, сами понимаете, кто аргоном работал, сами знают, что это такое. Здесь все параметры настраиваются. Теперь режим ММА, обычная электросварка, ребят. Заходим. Здесь, смотрите, обратите внимание, я надеюсь, вам будет слышно. Я сейчас замолчу, и вы сами услышите. Слышите щелчок? Вот это смена полярности происходит. То есть переменный ток, постоянный ток. Если мы выберем переменный ток и зайдем, 6.0 это значит рутиловое покрытие. Вот это 7.0 это основное покрытие. Видите, нет возможности выбрать основное покрытие. Вот рутиловый электрод, допустим, 3.2. И то же самое выбираем толщину свариваемого металла. Ну, выбрали, допустим, 3,5 мм. Вот он нам подобрал оптимальные параметры. 100 ампер ток. И вот этим энкодером мы можем увеличить или убрать совсем форсаж дуги. Ну и то же самое, если мы выберем постоянный ток. Здесь уже мы можем выбрать основной электрод, диаметр электрода, толщину металла. И здесь уже сам аппарат нам подбирает параметры. Точно так же регулируем форсаж или убираем его совсем. Ток тоже мы можем добавить, убавить. Это все у нас, пожалуйста, без проблем. Ну и остается у нас меню плазматрона, плазморезка. Вот у нас это, значит, обычная плазморезка. Это, я не знаю, что это за режим. Это какими-то точками или отрезками он будет резать. Я не знаю. Посмотрим по ходу действия. Это, скорее всего, режим строжки. Ну и тоже выбираем металл, какой мы будем резать. Черный металл, нержавейка, либо алюминий. Также выбрали толщину металла и все. Видите, он нам показывает, что у нас не подключен плазматрон. Так, ребятки, у нас тут, видите, процесс настройки. Не обращайте внимания на бардак. Я вам обещал показать, видите, 15-килограммовая катушка становится спокойно. Но 18-килограммовая, она такая же, просто больше намотана проволокой. Поэтому все становится без проблем. Видите, рассчитано четко. И еще пару моментов я хочу уточнить. Если у вас вот такая есть килограммовая катушка, то вы ее сюда не поставите. Объясню почему. Видите, здесь нет возможности поставить маленькую катушку. Я не знаю, возможно, если открутить вот эти 3 болта и вот эту поменять на тоненькую направляющую, возможно, так можно эту проблему решить. Но это, опять же, надо узнавать на сайте компании Grovers. Возможно, они предоставят такую возможность. Поэтому я не буду утверждать, что вообще никак не поставить сюда маленькую катушку. Ну, сюда, то есть только 5-килограммовая, либо 15-18 килограмм. И еще, ребят, я сказал в начале видео, что не укомплектована аргонодуговая горелка, да, нет в комплекте держака для электрода, нету. Это не значит, что этого не будет, понимаете? Потому что мне вот прислали на обзор этот аппарат. Я не знаю, кто его комплектовал, какая тут комплектация. Непонятно еще, как он будет продаваться на сайте компании Grovers. У него только старт продаж. Поэтому, возможно, это связано вот с этими всеми настройками. Все, мы пока настраиваемся, а вы наливайте себе кофеек, чаек, мы работаем. Так, коллеги, обратите внимание, у меня уже все подключено. Вот воздух для плазморезки и газ для полуавтомата. Один штуцер у меня свободен, но у меня идет подача газа через смеситель, понимаете? Вот, я тут ставлю смесь, какая мне нужна, и подаю на аппарат. Поэтому, если мне надо поменять с полуавтомата на аргонодуговую сварку, я просто меняю быстросъем.
Вот так переключил и все. Если же у вас отдельно газ для полуавтомата, отдельно газ для аргонодуговой сварки, вы просто ставите, два шланга подсоединяете и работаете. У меня это все делать через смеситель. Обратите внимание, вот у нас уже все подсоединено, все в своих разъемах, все сразу готово к работе. Не надо ничего там перецеплять, подцеплять. Аргонодуговая горелочка, плазматрон и полуавтоматическая горелка. Берем какую нам надо и работаем. Прям сразу. Все готово к работе прямо сейчас. Единственный момент, если вы захотите поварить обычным электродом, там один байонет под аргонодуговую горелку и под держак с электродом. Ну, это секундное дело. Из байонета вытащили горелку, вставили держачок и варим обычным электродиком. И еще один важный параметр, о котором я должен сказать. В этом аппарате есть функция памяти. То есть мы можем сохранять в памяти настройки наших режимов работы. Там есть 9 ячеек, по-моему. Вот, допустим, у нас полуавтоматический режим стоит 6,6 метров в минуту подача проволоки. К примеру, ставим 18 вольт напряжения, ну и на пятерочку индукцию. Нажимаем кнопку памяти, выбираем свободную ячейку. Ну, сейчас они у нас все свободны. Вот, к примеру, М1. Подтверждаем, yes, все, режим у нас сохранен. Одним нажатием кнопки. Ну, 2-3 нажатия, все, это быстро делается. Да, и потом, даже если выйти там в основное меню, то есть из любого раздела меню, мы можем одним нажатием на кнопку вызвать из памяти наш сохраненный режим работы. Видите? И сразу автоматом можем брать и работать. Ну и пару слов об управлении на самой горелке. Видите, нажатием на кнопочки я убавляю или убавляю скорость подачи проволоки, либо вверх-вниз, если нажимать, добавляю или убавляю напряжение. Это очень удобно, чтобы каждый раз не ходить к аппарату, подкручивать, да. Прям с рабочего места добавили, убавили и продолжаем работу. Предлагаю начинать с плазморезки. Выбираем режим плазморезки. Обычная черная сталь. Толщина металла в моем случае 4 мм. И вот такие параметры мне выдает аппарат. Какие он выдает, такими я и буду работать, чтобы максимально проверить автоматические настройки. Ну вот, как можете видеть, ребят, процесс абсолютно контролируемый, стабильный. Все режется как обычно. Как обычно. Можно, конечно, давление поприбавить, но я уж вот как заводских настроек приехал аппарат, так я им и работаю. Конечно, это не трехфазная плазморезка, ну для гаража это за глаза, ребят. Взял и отрезал. Ну вот видите, я когда на заводе обычно режу трехфазным плазморезом, у меня железка падает на пол. Здесь она, видите, зашлаковалась. Ну, видимо, либо давление надо подать на горелку воздуха больше, но я добавлю току побольше, попробую еще раз отрезать. Я думаю, проблема сейчас решится простым добавлением тока. Ну вот теперь все как и должно быть. После заканчивания резки деталь падает на пол. Видите? Четкий, нормальный, стабильный рез. Значит, меню аппарата нам сообщает, что максимальная толщина металла, которую мы можем отрезать плазмой, это 20 мм. Но я сейчас предлагаю порежем десяточку, а потом попробуем и двадцаточку. Посмотрим, что у нас из этого получится. Надеюсь, все мы отрежем как положено. Ну, десятку, ребят, я вам скажу, режет точно так же, как и четверку. Практически. Немножко помедленнее, конечно, но режет. Видите, вполне нормальный рез. Деталь отрезанная отвалилась, как и должно быть. Все четко. Теперь давайте пробуем двадцаточку отрежем. Так, ну погнали, режем двадцаточку, да. Конечно, 20 мм это довольно большая толщина для однофазного плазмореза. Но тем не менее, как вы можете видеть, совершенно спокойно он справляется с такой толщиной. Причем я не добавлял давления на горелку. Вот как он с завода приехал, так и я режу. Выставил 20 мм и режу. Это говорит о том, что есть еще большой запас. Если давление добавить, процесс будет гораздо быстрее происходить. Вот включился компрессор. Все готово, деталь отвалилась, все как и должно быть.
Рез довольно ровный, я даже без направляющей, видите, совершенно спокойно отрезал, все четко. Ну, испытываем теперь полуавтомат. Вот у меня шестерочка металл, тавровое соединение, выбираем полуавтомат, черный металл, у меня смесь. 0,8 диаметр проволоки, двухтактный режим, выставляем 6 мм толщину металла, 6 он не дает, ну вот 6,4. Ставим, вот такие параметры нам предлагает аппарат. Я ничего тут не подкручиваю, вот какой аппарат выдал режим, таким мы будем варить. Ну, варим полуавтоматиком, коллеги. Как можете наблюдать, процесс ровный и стабильный. Автоматические настройки, синергетика. То есть любой, даже начинающий, поставит толщину металла и заварит без проблем. Причем металл я никак не подготавливал. Немножко ржавчинка, все ровно. Ну, смотрим на результат. Результат вполне себе, вполне тот, что и нужен, да? Нормальный, четкий, плотный, ровный шов. Конечно, если таких деталей варить по много, там уже подобрать ток, немножко поиграться, подготовить деталь, зачистить. Я думаю, не будет даже вот этих брызгачек маленьких. Все будет ровно, как и должно быть. Ну, теперь поварим аргончиком, да? Выбираем тик сварка. Выбираем тик сварка. Выбираем автоматический режим. Значит, четырехтактный режим. Далее 2,4 диаметр моего электрода. Сразу выберу алюминий, потому что черный металл и нержавейку это будет аппарат варить однозначно. А вот алюминий это интересно. Вот в моем случае где-то 3,5 мм толщина металла у меня как раз. И вот такие параметры. Единственное, я, конечно, ток поубавлю, потому что я уже прихватывал, и току многовато, на мой взгляд. Вот 130 ампер будет самое то. Варим. Так, ну пробуем варить. Не обращайте, коллеги, внимания на мою криворукость, потому что я не аргонщик от слова совсем. Но тем не менее, несколько раз в жизни я пробовал варить аргончиком, поэтому процесс я понимаю. И две эти пластины я между собой сплавлю однозначно. Вот видите, аппарат совершенно спокойно сплавляет алюминий, проплавляет оксидную пленку. И я думаю, если правильный аргонщик возьмет эту горелку в руки, то он заварит алюминий без всяких проблем. Без проблем. Ну, готово, готово. Ну вот, ребята, видите, какой результат. Совершенно предсказуемый и ожидаемый. Но, тем не менее, мы выяснили, что аппарат совершенно спокойно варит алюминий. Нужен только аргонщик с руками, растущими из нужного места, да? И все будет ровно. Ну, в заключение предлагаю поварить электродиком. Выбираем режим ММА. Выбираем постоянный ток. Далее выбираем основное покрытие. Диаметр моего электрода 3,2 мм. Максимальную толщину он выдает 6,4 мм металла. У меня как раз шестерочка. И вот такие параметры нам выдал аппарат. 130 ампер. На пятерочке форсаж дуги. Ну, на таких параметрах и поварим. Погнали. Ну, процесс такой ровный, стабильный. Готово. Ну, смотрим результат. Как видите, ребят, прекрасный плотный шовчик. Единственное, брызгачки, конечно. Ну, причин в брызгах может быть масса.
У меня электроды сырые в гараже лежат. Металл никак я не подготавливал. Может настроечками поиграться. Ну а сам шов, как можете видеть, замечательный. Ну и давайте теперь замеряем, какой ток выдает аппарат. 130 ампер вот я поставил. Вот обратите внимание, он и сам аппарат, видите, показывает во время сварки не только амперы, но и напряжение показывает. И как вы можете видеть, показания абсолютно совпадают. Даже не как бывает на дешевых аппаратах, знаете, варишь, а он скачет. Например, ток скачет выше, ниже, а здесь, видите, ровный, стабильный ток выдает аппарат. Ну и, так сказать, контрольный выстрел, ребят, для успокоения души. Проверим, какой максимальный ток он выдает. Вот 200 ампер и 4 электрод. Видите, все четко. Ампер в ампер показывает. Ну все, готово. Так, ребят, ну что я могу сказать? Давайте я подведу итоги. Конечно, вот мы замеряли ток. Это я так, для успокоения души, потому что я был уверен. Ну, глупо было бы подумать, что аппарат за такие деньги будет там обманывать на каких-то амперах. Это так, для успокоения нашей души. Значит, давайте я озвучу плюсы и минусы, на мой взгляд, какие здесь есть. Я буду называть только самые жирные плюсы. Очень жирный плюс — это очень удобное и понятное меню. Даже неопытный сварщик разберется спокойно. Там аппарат все сделает за него. Там достаточно указать, каким видом сварки мы будем работать, и толщину свариваемого металла. Да? Аппарат все настройки выставит за него. Остается нажать кнопку и начать сварку. Еще один плюс в том, что аппарат работает от пониженных напряжений в розетке. Понимаете, это очень распространенное явление в нашей стране. В гаражах редко где найдется 220 вольт. Вот. Бывает и 160 вольт в розетке. Да, этот аппарат спокойно будет работать при пониженных напряжениях. Ну и плюс еще тоже в том, что все виды сварки сразу доступны прямо сейчас. Все настроено, все горелки подключены. Берем, только надо переключить, либо из ячейки памяти вызвать уже добавленную туда настройку и начать работу. Теперь скажу пару слов про минусы. Они здесь тоже есть, но их... Ну, самые жирные минусы, их два, как на мой взгляд. Первый минус — это в том, что нельзя поставить килограммовую катушку. И вот у меня килограммовая катушка, здесь нет для нее посадочного места, видите, нет направляющей. Я думал, может болт как-то продеть, тут прикрутить, но никак. Но это надо связаться с производителем, и может быть у них есть какое-нибудь дополнительное оборудование, которое докупить, либо как-то, я не стану утверждать, что вообще невозможно. Но тем не менее, вот такой факт мы имеем. Еще можно рассмотреть вариант вот здесь как-то закрепить. Но это будет уже колхоз, конечно. Но тем не менее, можно вот эту катушку закрепить и подаваться будет вот отсюда. Просто, ребят, не совсем рентабельно. Если мне надо заварить там, допустим, какую-нибудь алюминиевую детальку, я ж не буду покупать 5 килограмм проволоки, либо 15. Я куплю килограммовую катушечку и заварю. Правильно? Не рентабельно покупать большие катушки проволоки. Ну и еще один минус, который я могу отметить, это что если, не дай бог, что-нибудь сломается, даже если он будет на гарантии, то вам придется все равно его погрузить, отправить какой-нибудь транспортной компании в сервисный центр. Его, возможно, заменят, возможно, отремонтируют по гарантии. Но тем не менее, пока этот процесс будет происходить, вы останетесь вообще без сварки. Вот это еще один жирный минус. А так аппарат, ну, очень хороший. Я завидую тем, у кого он будет стоять в гараже. Да? Классная машина, что тут говорить? Тут говорить нечего. Ну вот все, ребятки, что я вам хотел сказать. Надеюсь, я вам все подробно донес, рассказал. Оставляйте комментарии, что вы об этом думаете. Ссылочка будет на этот аппарат под видео. Нажимайте, переходите. Стоимость я не буду озвучивать, потому что в наше время это дело неблагодарное. Так как все зависит от курсов, понимаете, а сейчас оно то выше, то ниже, поэтому будет ссылочка под видео, нажимайте, переходите, узнавайте актуальную цену именно на сегодняшний день. Все, ребят, все вам рассказал, всех обнял, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, всем пока.